Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать несколько интересных фактов об исчезнувших цивилизациях. Надеюсь, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления, и при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Итак, начнем. Слово «цивилизация» многие трактуют по-разному, но обычно археологи называют древними цивилизациями сообщество людей с высоким уровнем культурного и технологического развития. К примеру, хотя аборигены Австралии являются древнейшей культурой, непрерывно населяющей определенную территорию, кочевые привычки и отсутствие инфраструктуры обычно приводят к тому, что их не считают цивилизацией. Большинство людей слышали о древних египтянах, ацтеках и инках. Но на самом деле есть еще много древних цивилизаций, которые не так хорошо известны, и они тоже таинственно исчезли. 1. Древняя цивилизация Атлантида. Современным исследователям еще не удалось полностью раскрыть все сокровенные тайны существования Атлантиды. Однако благодаря множеству исследований, осуществленных в данной области, все же имеется ряд предположений и гипотез касательно существования описываемой древней цивилизации. Официальная наука, разумеется, не признает существование в прошлом этой загадочной, может быть, действительно только мифической цивилизации. Достижения цивилизации атлантов впечатляют. Бытует мнение среди ученых, что атланты достигли очень высокого уровня прогресса во всех сферах жизнедеятельности. Свой быт они могли планировать совершенно по-разному. К примеру, не чуждо было людям, населявшим когда-то этот затонувший континент, телепатическое общение с родными и друзьями. Любили они проводить и длительные беседы на тему, какую роль они занимают во Вселенной. По представлениям теософов, атланты были четвертой расой на Земле. Они появились после гибели лемурийской цивилизации, впитав некоторые ее достижения, и существовали до появления пятой расы арийцев. Атланты по сравнению с лемурийцами были гораздо более продвинутыми и богоподобными. Красивыми, умными и амбициозными. Они поклонялись Солнцу и быстро развивали свои технологии, так же, как мы это делаем сегодня. Описание Атлантиды Платоном. В 421 году до нашей эры Платон в своих трудах рассказал об исчезнувшей цивилизации атлантов. По его словам, это был большой остров, находившийся посреди океана, за Гибралтаром. В центре города располагался холм с храмами и дворцом царей. Верхний город был защищен двумя насыпями земли и тремя водными кольцевыми каналами. Внешнее кольцо соединялось 500-метровым каналом с морем. По каналу ходили корабли. В Атлантиде добывали медь и серебро. Приплывавшие корабли доставляли керамическую посуду, пряности, редкие руды. Храм Посейдона, властелина морей, возвели из золота, серебра, архилака, сплава меди и цинка. Его второй храм защищала Золотая стена. Там же возвышались статуи Посейдона и его дочерей. По истечении 40 лет, после смерти философа, афинский житель Крантер поехал в Египет, чтобы найти Атлантиду. В храме Нейт он нашел иероглифы с текстами о произошедших событиях. Научно-технический прогресс в Атлантиде. Благодаря своему высокому уровню психического и ментального развития жителям Атлантиды удавалось устанавливать контакт с инопланетными существами. Некоторые исследователи дают информацию о том, что атланты умели создавать сверхбыстрые и практичные летательные аппараты. Их весьма глубокие познания в области физики, математики и механики давали возможность выпускать технику высочайшего качества, обладающую необычными свойствами. И именно эти устройства с легкостью им помогали путешествовать по космическим просторам. Прогресс в технике был настолько ошеломляющим, что и в наши дни аналогов тем летательным устройствам человечества
еще не смогло разработать, даже с учетом того, что наука постоянно шагает семимильными шагами вперед во всех сферах жизнедеятельности без исключения. Все это говорит о том, что жители Атлантиды были незаурядными людьми, обладали огромным интеллектом и знаниями. При этом полученными навыками и опытом Атланты охотно делились с молодым поколением. Поэтому прогресс в техническом развитии постепенно совершенствовался и достигал небывалых вершин. Первые пирамиды были построены как раз на территории Атлантиды. Данное необычное явление до сих пор вызывает у исследователей недоумение, за счет каких подручных средств и техники удавалось возводить такие необычные сооружения. Также и в экономическом отношении их страна была процветающей. Труд любого человека в ней оплачивался по достоинству. Согласно легенде, Атлантида была идеальной страной, в ней отсутствовали как нищие, так и богачи, кичившиеся своим достатком. В связи с этим, социальное положение в этой стране было всегда стабильное, никто не беспокоился о пропитании. Внешний вид и нравственность атлантов. Благодаря тому, что тело атланта обладало недюжинной физической силой по сравнению с современным человеком, они могли выполнить значительно больше работы, чем наши современники. Тело атлантов было ошеломляющих размеров. Согласно свидетельствам, оно достигало 6 метров в высоту. Плечи их были весьма широкими, туловище вытянутой формы. На руках имелось по 6 пальцев, а на ногах 7. Черты лица у людей, проживающих когда-то на Атлантиде, также необычны. Их губы были очень широкими, нос имел слегка приплюснутую форму, при этом они также имели огромные выразительные глаза. Согласно своим физиологическим данным, средний период продолжительности жизни среднестатистического атланта составлял около 1000 лет. При этом каждый из них старался выглядеть красиво в глазах окружающих. Зачастую в качестве украшений использовались разнообразные ювелирные изделия, выполненные из серебра либо золота, а также драгоценные камни. Атланты были высоконравственными людьми, поэтому им были чужды вредные привычки и аморальный образ повседневной жизни. Старались в любой ситуации они поступать с окружающими честно, никто никого не пытался обмануть и подставить. В семейных отношениях брак один раз на всю жизнь был нормой. Да и сами отношения строились исключительно на взаимном доверии, поддержке и любви друг к другу. Политическая система в Атлантиде была выстроена в демократическом поле. Во многом она схожа с той, которая царит в современных государствах со свободой слова и правом выбора. Правитель атлантами выбирался путем голосования. При этом правил он весьма долгий период, от 200 до 400 лет. Но кто бы ни управлял Атлантидой, каждый ее лидер всегда стремился создать такую социальную всеобщую среду внутри государства, благодаря которой любой человек всегда смог бы чувствовать свою защищенность и заботу о нем. Причиной гибели Атлантиды. Одно из предположений, почему именно исчезла Атлантида, основано на том, что цари и население данного континента начали злоупотреблять знаниями, при помощи которых осуществляли свои агрессивные намерения. К примеру, построенные ими пирамиды создавали порталы с другими мирами. Все это способствовало тому, что энергетика, поступавшая из параллельной реальности, могла быть отрицательной и в определенный момент могла пагубно повлиять на весь материк, в один миг и вовсе разрушив его. В их повседневной жизни все чаще стала применяться магия, исключительно со злым умыслом. Слишком большие знания создают соблазн применять их в корыстных интересах. И какими бы нравственно чистыми ни были поначалу жители Атлантиды, в конце концов в их обществе со временем стали нарастать негативные тенденции. Хищническое отношение к природе, возрастание социального неравенства, злоупотребление властью малочисленной верхушкой, управлявшие атлантами, в итоге привели к трагическим последствиям, связанным с разжиганием многолетней войны. И именно она стала главной причиной того, что в один прекрасный день весь континент был поглощен водами океана. Некоторые ученые также с уверенностью утверждают, что гибель Атлантиды произошла примерно 10-15 тысяч лет назад. И это масштабное событие спровоцировал огромный метеорит, который упал на нашу планету. Падение метеорита могло сменить земную ось,
что вызвало цунами небывалого масштаба – поиски исчезнувшей цивилизации. На протяжении последних 2000 лет возникали множественные предположения о местонахождении Атлантиды. Толкователи трудов Платона указывали на современные острова Атлантики. Некоторые утверждают, что Атлантида располагалась в нынешней Бразилии и даже в Сибири. Современные археологи считают рассказ мыслителя об атлантах выдумкой. Круговые сети каналов, гидротехнические сооружения в те времена были еще не по силам человечеству. Исследователи философии и литературы Платона считают, что он хотел призвать к созданию идеального государства. Что касается периода исчезновения, то Платон называет сведения, что это произошло 11,5 тысяч лет назад. Но в этот период человек только выходил из палеолита, каменного века. У тех людей еще недостаточно был развит разум. Возможно, эти данные Платона о времени гибели Атлантиды неверно интерпретируются. Есть одно предположение, почему фигурирует цифра гибели Атлантиды у Платона 9000 лет назад. Дело в том, что в египетском исчислении 9000 изображалось 9 цветками лотоса, а 909 узлами веревки. Внешне по написанию они были похожи, поэтому и произошла путаница. Современные исследования. В 1979 году все европейские газеты пестрили заголовками «Русские нашли остров». Были представлены снимки, на которых из песка выглядывали вертикальные гряды, похожие на стены. Поисковые действия разворачивались именно там, где указывал Платон за геркулесовыми столпами над подводным вулканом Ампер. Было достоверно установлено, что он выступал из воды, был островом. В 1982 году другое российское судно, опустившись под воду, обнаружило развалины города, стены, площади, комнаты. Эти находки были опровергнуты другой экспедицией, которая ничего не нашла, кроме застывших вулканических пород. Есть предположение, что катастрофа произошла из-за внезапного сдвига африканской тектонической плиты. Ее столкновение с европейской вызвало извержение Санторина, и западные острова затонули. Конечно, с точностью сказать, что именно произошло когда-то с Атлантидой и что способствовало ее гибели, сейчас невозможно. И многие гипотезы, изложенные исследователями, могут лишь приближаться к истине. Была ли Атлантида просто плодом воображения Платона и других мыслителей, или реальностью, отраженной в древних сказаниях, чудом сохранившихся до наших дней, так и остается загадкой. Возможно, наша цивилизация идет к такому же финалу, когда мы станем для наших далеких потомков таким же мифическим событием, каким для нас является Атлантида. И наши материки будут также безуспешно искать на дне глубоких океанов. 2. Шумеры – первая цивилизация на Земле. Возникла в долине рек Тигр и Евфрат, сейчас территория Ирака, примерно 6000 лет назад. 1000 лет шумеры были лидерами на планете. Многими их наработками мы пользуемся до сих пор. Шумеры придумали письменность и математику, изобрели колесо и стали строить крупные города. Шумеры придумали ирригационную систему, чем сильно толкнули вперед сельское хозяйство. Гончарный круг тоже впервые встретился у шумер, и именно шумеры решили, что золото – это ценный металл. С тех пор золото и стало эталоном богатства в истории человечества. Именно шумеры придумали делить год на 12 месяцев и 4 времени года. Часы и минуты тоже придумали шумеры. Почему же в годе 12 месяцев, а не 10? Потому что шумеры использовали 12-ричную систему. Сутки делили на две равные части. Так как вблизи экватора день и ночь, действительно, равны независимо от времени года. Потом и день и ночь делили на 12 равных частей. Почему же в часе именно 60 минут, а не 100? Дело в том, что жители Вавилона взяли на вооружение шумерскую систему и добавили в нее свою 60-ричную систему. И шумерский час стали делить на 60 равных частей. Шумеры заложили основы современной медицины. Раньше вопросом лечения занимались знахари и шаманы. У шумеров же в медицину был внедрен научный метод. Специалист, терапевт, ставил диагноз, после этого назначалось лечение, в том числе и хирургическим способом. Как выглядели шумеры?
Анализ археологических останков привел к выводу, что шумеров можно отнести к средиземноморскому типу европеоидной расы. Сами шумеры в изображениях наделяли себя чуть большими глазами и ушами. Но историки полагают, что это связано не с точностью изображения, а то, что они связывали эти черты лица с мудростью. Кстати, в случае с ушами это не лишено смысла. Дело в том, что уши у человека растут всю жизнь. Поэтому у более взрослых, а стало быть и умудренных опытом, людей уши пропорционально больше. Как шумеры видели мир и свое происхождение. Шумеры верили, что боги создали людей из глины, по своему образу и подобию, не находите параллелей с другими, последующими религиозными учениями, только не наделили людей бессмертием. А вот далеко за морем есть благодатный остров Дельмун. По сути, Дельмун лег в основу библейского Эдема. Тут прекрасные сады, нет болезней. Шумеры приехали с Дельмуна и расселились по Месопотамии. Шумеры делили историю до и после потопа. Легенда о всемирном потопе классическая для многих древних народов. Что и неудивительно, масштабные наводнения играли большую роль в их жизни. Уникальный политический строй, не имеющий аналогов в истории. Социальная структура шумеров решительно отличалась от других, известных в истории, обществ. Шумерские общины были городами-государствами. В каждом был свой правитель и собственный пантеон богов. Роль священников была очень высокой. Они призывали людей молиться и вести себя правильно, для каждого пантеона богов, соответственно, свои правила. Если случались стихийные бедствия, священство объясняло это как результат совместных действий других богов, которые подавили действия местного бога. Напоминает механику какой-нибудь стратегической компьютерной игры, но схема хорошо работала. Постепенно росла роль армий, нужно было вести оборону городов. И роль светских правителей возрастала, а священство напротив падало. Так называемые семитские народы регулярно вторгались на территорию шумер. Семиты – это группа народов с Ближнего Востока, объединенная по языковому принципу. К ним в частности относят арабов, евреев, ливанцев, ассирийцев и так далее. Загадки шумеров. Открытым остается вопрос происхождения шумеров. Когда большинство людей вокруг вели первобытно-общинный строй, вдруг возникла мощная цивилизация. Когда люди жили в маленьких селениях по принципу рода, шумеры уже строили развитые города. Шумерских артефактов найдено много, но ученым не удалось установить родство ни с одной другой местной культурой. Поэтому до сих пор в науке существует гипотеза, что шумеры – народ пришлый. То есть пришли уже с наработанными технологиями и собственной культурой и основали цивилизацию в Месопотамии. Открытым остается вопрос, откуда именно пришли шумеры. Вопрос вызывает и их язык, который отличался от других местных народов. Собственно, так сперва шумеров и открыли, когда обнаружили в вавилонских табличках нечитаемые места на непонятном языке. Поэтому шумерский язык входит в группу так называемых изолированных языков, которых нельзя причислить ни к одной известной группе. Шумеров вообще нашли случайно. До второй половины XIX века никто и не представлял, что в истории была шумерская цивилизация. Так что времени с момента исследования шумерского вопроса прошло не так уж и много. Большинство этих загадок, рано или поздно, будут разгаданы, когда появятся новые факты, которые заполнят белые пятна истории. Что стало с шумерами? Конечно, отдельные города-государства хоть и просуществовали больше 1000 лет, но навечно остаться отдельными не могли. Не так устроены люди. Рано или поздно появился бы человек, который захотел бы все это объединить, отнять у других и забрать себе. И такой человек нашелся. Царь Саргон основал Аккадское царство, объединив, захватив земли, шумеров и местные поселения семитов. Если шумеры были первой в истории цивилизацией, то Аккад стал первым в истории централизованным государством под управлением царя с большой армией. В дальнейшем яркие следы шумерской культуры можно найти в других местных культурах – в Вавилоне, Египте и Ассирии. Мы тоже пронесли память о древней шумерской культуре сквозь тысячелетия. Ведь большинством изобретений шумеров мы пользуемся до сих пор. Ценим золото, считаем год в месяцах и любим пиво. А многие культурные образы и легенды,
которые, например, отражены в христианстве и исламе, играли определяющую роль в мировоззрении человечества. Быт. Шумеры строили здания из 3 видов материалов в зависимости от социального статуса и значимости постройки. Камней и древесины на местности было мало, поэтому приходилось использовать другие материалы. Самые простые здания строились из тростника. Тростниковые хижины и лодки создавались легко, материала было в изобилии. Также в строительстве активно использовались песок и солома. Более дорогие постройки строились из глины, а самые главные и богатые из сырцового кирпича. Одежда была, но с учетом лимата и культуры многие люди ходили и вовсе без одежды. Классический вариант каунакес, который носили все богатые люди. Это юбка или платье с широким вырезом. Ее шили из меха или тканей. Шумеры с детства пили пиво. И это связано не с какой-то особой любовью к алкоголю. Просто такой напиток обеззараживал воду, которая часто была испорчена в местных источниках. Шумеры подобрали идеальное соотношение для напитка – 3% спирта. Такая крепость позволяла эффективно уничтожать патогены, и одновременно не возникало проблем с обезвоживанием, как у более крепких напитков. Шумеры придумали использовать золото. Именно шумерам мы обязаны тем, что золото получило такую популярность у людей и стало мерилом богатства. Чем же приглянулось золото шумерам? Золото легко обработать, не нужно раскалять, как железо, оно и так мягкое. Золото легко найти, намыть в реках и просто собрать с поверхности самородки. Естественно, в те времена, сейчас уже почти все золото с поверхности собрано, остались только залежи. И, наконец, в-третьих, золото обладает обеззараживающими свойствами. Как серебро, только чуть меньше. Поэтому посуда из золота была еще и полезной в быту. Письменность тоже появилась не просто так, а как необходимость вести бухгалтерию. Кстати, первое, известное в истории имя, принадлежало как раз простому бухгалтеру. Но об этом мы расскажем подробнее в конце этого видео. Вавилон. Вавилон был основан представителями самой первой цивилизации мира шумерами в 3-м тысячелетии до нашей эры. Тогда это было небольшое поселение, не игравшее никакой заметной роли в жизни страны, несмотря на свое громкое имя Кандингир, что по-шумерски значит «врата Бога». Впоследствии город не раз переходил под власть царей Аккада государства, которое со временем поглотило Шумер. В 1894 году до нашей эры, когда город захватил аморейский вождь Сумуабум, первый царь Вавилона и основатель первой вавилонской династии, население города уже было преимущественно аккадским. Поэтому Сумуабум начал свое правление с переименования Кандингира. Точнее, он просто перевел древнее название на аккадский язык, которое отныне стало звучать как Баб или Вавилон, врата Бога. Только вот какого бога имели в виду сначала шумеры, а потом аккадцы, неизвестно. Древний мегаполис. Сказать, что Вавилон был крупным городом, не сказать ничего. Это был настоящий мегаполис, который на протяжении 15 столетий оставался главным торговым, экономическим, политическим и культурным центром Востока. Что письменные, что археологические источники говорят о небывалых размерах столицы древней Месопотамии. По словам Геродота, Вавилон имел вид четырехугольника, где каждая сторона содержала в себе 120 стадий, что равняется 22 километрам. То есть, если верить его описанию, общий периметр города составлял 88 километров. И это только внутри городских стен, не считая прилегающих к ним крупных латифундий и вилл богатых граждан. Археологи, правда, считают, что отец истории, как всегда, слегка преувеличил. Результаты раскопок говорят, что общая площадь Вавилона времен своего расцвета, то есть в VII-VI веках до нашей эры, не превышала 10 квадратных километров с населением не менее полумиллиона человек. Но и в этом случае Вавилон был большим городом даже по современным меркам, а по сравнению с другими древними городами, это был настоящий гигант с очень высокой плотностью населения. Судя по дошедшим до нас документам, жители Вавилона сталкивались с теми же проблемами, что и любой современный житель Москвы, Лондона, Токио или Пекина. Городская земля и недвижимость стоили очень дорого,
Конфликты на этой почве возникали постоянно. Судились даже из-за стен. До нас дошла история, как один из жильцов двух домов с общей стеной, некий Мардук, назвал стену своей собственностью и потребовал от своего соседа Забаба-Эдина, с которым у него не сложились отношения, вынуть балки кровли своего дома из чужой стены. То есть, фактически попросил Забаба уничтожить свой дом собственными руками. Когда тот не согласился, Мардук подал на него в суд и выиграл дело. Забабу заставили убрать свои балки и возместить ущерб. Город грехов. В христианской и иудейской эсхатологии Вавилон предстает нам как совершенно безнравственный город, который рано или поздно разделит судьбу Содома и Гоморры. Именно такое неизгладимое впечатление произвел Вавилон на евреев за время знаменитого вавилонского плена при царе Навуходоносоре II, когда жители Иудейского царства насильственно переселяли в Вавилонию. Но не только предвзятое отношение евреев создало апокалиптический Вавилон. Богатым кварталам с роскошными особняками зажиточных граждан противопоставлялись нищие районы с лачугами бедноты, публичными домами и подозрительными трактирами, служившими пристанищами для разного сброда. Вавилонский уголовный мир в древности славился не меньше, чем современные итальянские и американские гангстеры. Там можно было даже получить своего рода диплом мастера уголовных дел. Так, в апреле 629 года до нашей эры, некий Набу-Уцали обязался за 2 года, 5 месяцев обучить вавилонянина Белахириба ремеслу бандита и сутенера. За это учителю полагалось, помимо процентов от работы ученика, 17 грамм серебра на чаевые. В случае неудачи, ученик имел право взыскать с преподавателя компенсацию. Мы узнаем об этом благодаря тому, что договор был оформлен официальным контрактом и зафиксирован. Об успехе подобных сделок можно судить, хотя бы потому, что ночью ходить по городу не рекомендовалось. До нас дошла история Син-Эдина, префекта одного из храмов страны, чье знакомство с городом началось с того, что у него в первый день увели осла с поклажей. Процветали в Вавилоне и увеселительные заведения. Причем задействованы в этой индустрии были не только рабыни и представительницы маргинальных сословий, но и девушки из богатых семей. Геродот в своей истории рассказывал, что каждая вавилонянка должна была раз в жизни выполнить свой долг перед богиней Мелитой, местным вариантом Афродиты или Венеры, достать рукой до бога. Вавилон исчез с лица земли в 165 году нашей эры, во время одной из атак римлян. Но слава пережила сам город. Больше всего путешественникам не давала покоя легенда о Вавилонской башне ветхозаветной причине происхождения различных языков. За нее в разное время принимали руины на холме Бирс-Нимрут, пригород Вавилона, развалины вблизи города Гилы, где находится масса кирпичей, цементированных земляной смолой, как сказано в Библии. Ее поиски продолжаются, хотя сегодня принято считать, что прообразом Вавилонской башни стал самый высокий зиккурат в древней Месопотамии в Вавилоне. Ступенчатая башня Зиккурат являлась непременным атрибутом главного храма каждого ассиро-вавилонского города. На ее вершине исполнялись религиозные обряды и велись астрономические наблюдения. Традиция строительства зиккуратов идет еще от шумеров, которые поклонялись своим богам в начале, на вершинах гор, а после переселения в низменное двуречье начали возводить специальные насыпи, соединяющие небо и землю. Прототипом Вавилонской башни принято считать зиккураты Тиминанки при храме верховного бога Мардука, что в переводе значит «дом, где сходится небо с землею». Чем-то напоминает рассказ о легендарной башне высотою до небес. Геродот описывает эти Тиминанки следующим образом. Посреди храма стоит массивная башня, имеющая по одной стадии 185 метров в длину и ширину. Над этой башней поставлена другая, над второй третья и так далее до 8. Подъем на них сделан снаружи, он идет кольцом вокруг всех башен. Поднявшись до середины подъема, находишь место для отдыха со скамейками. Восходящие на башню садятся здесь отдохнуть. На последней башне есть большой храм, а в храме стоит большое прекрасно убранное ложе, и перед ним золотой стол. Провести ночь в храме никому не дозволяется, кроме одной только туземной женщины,
которую выбирает себе божество. Когда Этиминанки был построен, неизвестно, но во втором тысячелетии до нашей эры он уже существовал. Он регулярно перестраивался и реконструировался. Возможно, легенда о Вавилонской башне описывает самую масштабную его реконструкцию при Навуходоносоре, когда высота башни достигла 91 метра. 3. Лемурия – континент, который, согласно опровергнутой научной гипотезе, выдвинутой в 1864 году зоологом Филиппом Склейтером, располагался и впоследствии затонул в Индийском океане. Гипотеза была предложена как объяснение ареала лемуров в Африке, Мадагаскаре, Индии и островах Индийского океана, так как по классификации животных того периода лемурами считались не только эндемики Мадагаскара. Гипотезы о Лемурии и других затонувших землях стали ненаучными, когда в 1960-х годах ученым сообществом была окончательно принята представленная, еще в 1912 году, теория дрейфа материков Альфреда Вегенера, согласно которой в частности объясняется схожесть живых организмов в разных частях света. По данной теории, вся суша в древнем прошлом Земли была объединена в один сверхматерик Пангею. Благодаря биологу Эрнсту Геккелю, предположившему в 1870 году, что Лемурия могла быть прародиной человечества, данная гипотеза вышла за пределы геологии и зоогеографии, попав в поле актуального на то время вопроса о происхождении человека, что обеспечило популярность Лемурии вне рамок научного сообщества. 4. Гиперборея – легендарная северная страна в древнегреческой мифологии и в традиции, включая европейскую, которая наследует древнегреческую. Место обитания народа гипербореев. В исторической науке миф о гипербореях считается частным случаем характерных для самых разных культур утопических представлений об окраинных народах, лишенным конкретной исторической подосновы. В новое и новейшее время в оккультизме и среди сторонников арийского мифа получила распространение псевдонаучная идея о Гиперборее как прародине нынешнего человечества, белой, арийской или нордической расы или конкретного народа. Различные современные авторы локализуют Гиперборею в Гренландии, недалеко от Уральских гор, на Кольском полуострове, в Карелии, на Таймырском полуострове. Высказывались предположения, что Гиперборея располагалась на ныне затонувшем острове или материке Северного Ледовитого океана. 5. Цивилизация долины Инда. Годы существования: 3300 лет до нашей эры, до 1300 лет до нашей эры. Цивилизация долины Инда располагалась в области, которая охватывает части современных Пакистана, Афганистана и Индии, на равнинах у реки Инд. Археологи обнаружили свидетельства существования в этих местах фермерских сообществ, а также целых городов. Двумя самыми известными городами, которые были раскопаны, являются Мохенджо-Даро и Хараппа. Оказалось, что здесь во многих домах были собственные колодцы и ванные комнаты, а также существовала сложная подземная канализация. В документах, найденных в Шумере, были зафиксированы различные коммерческие, религиозные и художественные события, происходящие в районе цивилизации долины Инда, а также описаны их экзотические изделия. У людей долины Инда была своя система письменности, но на сегодняшний день все попытки расшифровать примеры этой письменности, найденные на глиняных и медных табличках, потерпели неудачу. Пока не ясно, была ли цивилизация долины Инда именно отдельной цивилизацией, или она входила в состав более крупного царства. Фактом остается то, что не удалось обнаружить ни единого артефакта, доказывающего данную теорию, например, статуи известных правителей или изображения войн. Вполне возможно, что жители реки Инд были изолированной цивилизацией со своим собственным языком и образом жизни, о котором ученые только сейчас начали узнавать. Одной из самых интересных найденных структур является Великая баня в Мохенджо-Даро площадью 83 квадратных метра, которая, как полагают, использовалась для ритуального омовения. Причина упадка цивилизации остается загадкой. Историки выдвинули ряд возможных теорий, в том числе пересыхание реки или наводнение,
торговые трудности с Месопотамией или вторжение неизвестного врага. 6. Аксумское царство. Годы существования. 100 лет нашей эры до 940 лет нашей эры. Аксум был царством в современной Северной Эфиопии. В своем расцвете оно простиралось от края Сахары на западе до пустынь Аравийского полуострова на востоке. Аксумиты разработали свой собственный письменный язык Гиес и торговали с другими народами по всему Восточному Средиземноморью. Эту народность персидский писатель назвал одной из 4 величайших сил в мире. Несмотря на это, сегодня сравнительно мало что известно об Аксуме, и он обычно считается утерянной цивилизацией. Считается, что это общество было структурированным, основанным на иерархии царей и дворян. В IV веке нашей эры Аксум принял православие, правителя убедил сделать это бывший сирийский заключенный, который впоследствии стал епископом Аксума. Аксум считается родиной царицы Савской и местонахождением Ковчега Завета. Говорят, что ковчег был привезен сюда Менеликом I, сыном царицы Савской и царя Соломона. Бесценный артефакт якобы находится в местной церкви. 7. Канар-Сандал. Годы существования. 4500 лет до нашей эры до 3000 лет до нашей эры. Канар-Сандал расположен возле Джерофта, это город в южной части Ирана. В 2002 году здесь был обнаружен зиккурат, храмовый комплекс с террасами, один из крупнейших и старейших в своем роде в мире. На сегодняшний день в Канар-Сандале были раскопаны 2 кургана, где нашли большое двухэтажное здание с очень толстыми стенами. Это позволяет предположить, что оно являлось какой-то разновидностью фортификационного сооружения. Открытие зиккурата заставило ученых предположить, что в этом месте жила структурированная цивилизация, основанная на ритуале и вере. Считается, что она датируется примерно 2200 годом до нашей эры и, возможно, была создана Аратой, страной бронзового века, которая была описана в шумерских текстах, но местонахождение которой так и не было обнаружено. Глава археологических раскопок описал раскопки как независимую, автохтонную цивилизацию бронзового века со своей архитектурой и языком. К сожалению, Канар-Сандал подвергся мародерству и несанкционированным раскопкам, и неизвестно, сколько сокровищ было утеряно. Несмотря на это, считается, что данная цивилизация может служить доказательством древнейшего письменного языка в мире. 8. Шанлыурфа, Турция. Шанлыурфа – город в современной Турции, первоначально называемый Урфой или Ургой, может похвастаться длинной и сложной историей, а также множеством религий. Здесь был найден ряд интересных археологических памятников, таких как пещера, которая считается местом рождения пророка Авраама. Шанлыурфа была крупным центром сирийской культуры. В непосредственной близости от города находится Гёбекли-Тепе, где были вырезаны и установлены мегалитические резные камни, задолго до известного изобретения металлических инструментов и за 6000 лет до появления Стоунхенджа. В Гёбекли-Тепе находится старейший в мире храм. Камни, высотой до 5 метров и весом от 7 до 10 тонн, были расположены по кругу. Самый большой круг имеет диаметр 20 метров, а на некоторых камнях вырезаны изображения существ, таких как лисы, львы, скорпионы и стервятники. Предполагается, что люди отправлялись из Урфы в храм Гёбекли-Тепе для религиозных церемоний, хотя до настоящего времени не было найдено никаких доказательств того, что эти два места взаимосвязаны. 9. Цивилизация Винчи. Годы существования. 5000 лет до нашей эры до 3500 лет до нашей эры. Цивилизация Винчи, также известная как цивилизация долины Дуная, может похвастаться тем, что некоторые считают одной из самых ранних систем письменности в мире. Она насчитывает около 700 символов, большинство из которых были найдены изображенными на глиняной посуде. Хотя язык не был переведен, принято считать, что он содержит как цифры, так и буквы. Продвинутая система земледелия цивилизации Винчи сделала ее одной из самых сложных неолитических культур, которые известны людям. Доказательства, найденные вдоль берегов реки Дунай,
позволяют предположить, что эта культура существовала задолго до великих цивилизаций Месопотамии и Египта. Первые археологические находки были обнаружены в 1908 году на холме Белобрдо близ Белграда. Считается, что поселения просуществовали более 1000 лет, а затем были заброшены. В каждом населенном пункте размещалось несколько тысяч человек, живущих в домах из переплетенных прутьев и глины. Они держали животных, выращивали урожай и даже пользовались плугом. Также была найдена медная посуда, примерно на 1000 лет старше времен, когда она начала повсеместно использоваться в Европе. В некрополе под Варной было обнаружено золотое сокровище Варны возрастом невероятные 6500 лет. Неизвестно, почему цивилизация Винчи исчезла, но когда она это сделала, то забрала с собой свои знания и инновации. 10. Арийское царство. Год существования – 1500 год до нашей эры. Около 1500 года до нашей эры большая группа кочевников, возможно, включающая остатки цивилизации долины Инда, перебралась в Индию. Неясно, была ли это массовая миграция, результатом бегства от стихийного бедствия или фактически являлась вторжением. В любом случае, на индийском субконтиненте появилась новая цивилизация. Начал развиваться арийский язык, а новые поселенцы активно культивировали сельское хозяйство. Арийская цивилизация достигла расцвета около 1000 года до нашей эры. Кстати, стоит обратить внимание, что название арийский происходит от санскритского слова «ария», как называли себя эти мигранты в Индию. Сегодня об этой цивилизации мало что известно, хотя она упоминается в Ведах, сборнике религиозных текстов, в связи с войнами и другими конфликтами. Тем не менее, нет никакого способа узнать, насколько точны эти тексты. Сохранилось крайне мало артефактов этого периода, хотя археологические исследования продолжаются. 11. Михргарх. Год существования – 7000 год до нашей эры. В 1974 году в Михргарх, в Пакистане начались раскопки, но отсутствие интереса со стороны правительства, эрозия земель и постоянное разграбление участка привели к тому, что Михргарх остался относительно неизвестной цивилизацией. Кроме того, археологические раскопки стали более затрудненными из-за продолжающейся племенной вражды и отсутствия обеспечения безопасности копателей. Это является тем более позорным, поскольку Михргарх – одна из древнейших цивилизаций в мире. Найденные артефакты свидетельствуют о высокоразвитом обществе с налаженными торговыми связями с различными регионами. Считается, что Михргарх существовал около 7000 года до нашей эры, за 1000 лет до цивилизации долины Инда в том же регионе. Население Михргарха составляло около 25 тысяч человек, но многие из останков погребены глубоко в земле, и их обнаружение представляет собой проблему. Во время проведенных раскопок были найдены комплекс хорошо сохранившихся зданий из глиняных кирпичей и даже кладбище. 12. Ниневия. Годы существования – 6000 лет до нашей эры, до 612 лет до нашей эры. Ниневия, современный Мосул в Ираке, была родиной одной из древнейших и величайших цивилизаций. Ранее город был поврежден в результате серии землетрясений, при одном из которых был разрушен первый храм Иштар, но Ниневия все равно продолжала расти. Царь Синахирип от 704 до 681 годов до нашей эры сделал Ниневию столицей Ассирийской империи, построив вокруг города Великую стену с 15 воротами, а также парки, акведуки, каналы и дворец из 80 комнат. Некоторые ученые считают, что знаменитые висячие сады Вавилона были на самом деле расположены в Ниневии и сделаны по заказу царя. Также была построена библиотека, содержащая более 30 тысяч глиняных табличек с надписями, что являлось огромным количеством для того времени. Ученые и писцы стекались в город, и он стал центром развития искусства, науки и архитектуры. Одна из самых необычных табличек, найденных на месте раскопок, рассказывала историю о Большом потопе, который уничтожил весь мир, и о человеке, который выжил, построив лодку
и выпустил голубя в поисках суши. Эта версия истории Ноева ковчега была частью эпической поэмы, написанной в 1800 году до нашей эры, за 1000 лет до того, как она была включена в еврейскую Библию. Большая часть содержимого библиотеки Ниневии сейчас находится в хранилищах Британской библиотеки. После распада Ассирийской империи в 612 году до нашей эры Ниневия была сожжена дотла объединенными силами персов, вавилонян и других наций, которые разделили территорию империи между собой. Руины начали раскапывать в 1846 году, и работы продолжаются до наших дней, хотя они пострадали во время недавних конфликтов и были повреждены вандализмом. 13. Нубия. Нубия, расположенная к югу от Египта в Судане, была цивилизацией, которая когда-то правила Египтом. У Нубии были свои пирамиды, остатки 223 из которых все еще можно увидеть сегодня. 25-я династия Древнего Египта, также известная как Черная династия из-за темной кожи нубийских фараонов, была периодом стабильности и процветания, во время которого большой акцент делался на культуру и искусство. В царстве были свой письменный язык и культура, а также земли нубийцев были богаты золотом. Эпоха могущества Нубии подошла к закату, когда фараон Снофру совершил набег на Нубию и объявил ее форпостом для добычи полезных ископаемых. Она была лишена статуса страны и стала просто регионом Египта, находящимся под контролем фараона. Нубийцы в значительной степени были ассимилированы в египетское население, хотя археологические свидетельства их цивилизации сохранились до сих пор. 14. Цивилизация Норти-Чика. Годы существования: 3500 лет до нашей эры, до 1800 лет до нашей эры. Цивилизация Норти-Чика – одна из величайших загадок для ученых. На сегодняшний день известно очень мало об этом доколумбовом обществе в Перу, которое, возможно, является самой древней из известных цивилизаций в Америке. Были найдены доказательства существования огромных сооружений, включая пирамиды, а также остатки сложных ирригационных систем, но почти никаких свидетельств о том, какой была повседневная жизнь местных людей. На сегодняшний день обнаружено 6 пирамид, самая большая из которых известна как Темпло-Майор. Хотя пирамиды были не такими сложными, как более поздняя архитектура инков, они все же являлись сложными структурами. Поселения Норти-Чика были расположены к северу от современной Лимы. Интересно, что Норти-Чика была одной из немногих цивилизаций, которая, похоже, не знала, как изготавливать глиняную посуду, поскольку не было найдено никаких подобных артефактов. Считается, что вместо этого они использовали выдолбленные тыквы. До настоящего времени среди артефактов Норти-Чика было найдено всего несколько образцов искусства или украшений. Поселения были заброшены где-то около 1800 года до нашей эры. Но пока не ясно, почему это случилось. Нет никаких доказательств того, что данная цивилизация когда-либо была вовлечена в войну или конфликт, или что она пострадала от стихийного бедствия. Поселения были сосредоточены вокруг 3 основных рек, поэтому вполне возможно, что продолжительная засуха вызвала миграцию населения в другие места, но это не могут доказать. 15. Набатеи. Набатейская культура, существовавшая как минимум с 312 года до нашей эры. Семиты – это люди, принадлежащие к определенной древней языковой группе, в которую входят арабы, аккадийцы, евреи и многие другие. Одной из этих групп была набатейская культура, существовавшая как минимум с 312 года до нашей эры, поскольку в исторических записях упоминалось, что они подверглись нападению со стороны македонцев. Это древнее и забытое ныне царство охватывало территории современных Сирии, Аравии и Палестины, то есть было довольно большим. Набатейская письменность со временем развилась в то, что ныне известно как современный арабский язык, но только недавно ученые смогли проследить ее эволюцию. Набатеи создали разветвленные торговые пути, развили торговлю и стали чрезвычайно технологически развитой цивилизацией на то время. Их обширные водные системы помогли набатеям
выжить в засушливом климате Аравии. После этой цивилизации остались массивные сооружения, которые строили в строгом соответствии с положением небесных тел, как это делали другие древние культуры. Это лишний раз свидетельствует об инженерном гении данной культуры. К концу своей истории они были сильными союзниками могущественной Римской империи, но император Троян аннексировал царство в 105-106 годах нашей эры. После тех пор о набатеях неизвестно вообще ничего. 16. Культура Кловис. Любой, кто когда-либо бывал в пустынях Нью-Мексико, может задаться вопросом, как здесь могла жить любая цивилизация до появления кондиционеров и других благ цивилизации. Но именно эта область, а также обширные территории в Северной и Южной Америке, были родиной одной из самых ранних американских цивилизаций – культуры Кловис, которая была названа в честь современного города Кловис в штате Нью-Мексико. Здесь было сделано редкое и важное археологическое открытие. Ученые обнаружили множество оружия, обсидиановых изделий, костяных инструментов и молотков, которые были очень сложными для своего времени, 9050-8800 год до нашей эры. Подобные инструменты и изделия также находили в большой части Северной Америки, а это означает, что данная культура была очень широко распространена. Тем не менее, она в конечном итоге просто полностью исчезла. Было выдвинуто предположение, что огромные размеры цивилизации Кловис заставили эту культуру, подобно Риму, разделиться на более мелкие группы, которые в конечном итоге превратились в отдельные народности в разных местах, что сделало их предшественниками многих индейских культур. Это мнение подтверждается тем фактом, что гены Кловис были обнаружены в останках древних южноамериканских людей. Другие предполагают, что Кловис в значительной степени зависели от охоты на мамонтов, которые вымерли, или даже что на юго-западную часть нынешних Соединенных Штатов упала комета, которая уничтожила эту культуру. 17. Читалхююк. Жители Читалхююка были очень древней неолитической цивилизацией, которая, как предполагают ученые, тоже попросту растворилась в воздухе. Они жили на территории современной Турции с 7500 по 5700 год до нашей эры в глинобитных домах, мало чем отличаясь от других ранних цивилизаций. Но эта культура отличалась чрезвычайно развитыми художественными способностями в отношении своей религии, создавая огромные фрески и большие святыни, которые сегодня поражают любителей искусства. Для пропитания люди Читалхююк использовали в основном зерновые культуры. Исследователи продолжают узнавать новые факты об этой культуре почти каждый день, поэтому, возможно, скоро станет известно, что с ней произошло, но на данный момент есть просто пустые оболочки изумительных зданий и уникальных домов, которые кажутся заброшенными. 18. Рапа-Нуи. Возможно, самой известной из исчезнувших культур являются люди Рапа-Нуи, коренные жители острова Пасхи. После них остались знаменитые статуи, которые, вероятно, видели все. Полинезийцы населяли остров, который сейчас принадлежит Чили, несмотря на то, что он удален от материка на 3500 километров. Из-за абсолютной удаленности острова, то, как появились на нем жители, является ничуть не меньшей загадкой по сравнению с тем, куда они исчезли. Причиной исчезновения может быть голод из-за чрезмерного потребления ресурсов. Разрушение экосистемы острова Пасхи крысами также может быть еще одной причиной. Многие ученые считают, что Рапа-Нуи отправились на другой удаленный остров, находящийся в тысячах километров, чтобы основать новое поселение. Кстати, секрет перемещения идолов на острове Пасхи раскрыт в другом нашем видео на канале Книги, Истории, Факты под названием «50 тайн мира», которые, наконец, раскрыты наукой. 19. Минойцы. Уроженцы греческого острова Крит, минойцы были древней цивилизацией Бронзового века, существовавшей между 3000 и 1000 годами до нашей эры, задолго до Золотого века в Афинах и Александра Македонского. Минойцы были явно греческой культурой и предшественниками Древней Греции, которая сегодня известна по всем учебникам истории.
Минойцы также были очень языческой культурой, практиковали жертвоприношения животных, сжигание подношений, имели много различных культов и проводили дикие фестивали песен и танцев. В иероглифах древних египтян нашли упоминания о минойцах, а это значит, что они были довольно известны в древнем мире. У них были высококачественные технологии и впечатляющее искусство, но затем они просто исчезли. Основная теория предполагает, что минойцы были уничтожены извержением вулкана на острове Санторини около Крита. Известный греческий историк Геродот писал, что минойцы вымерли из-за эпидемий и болезней. Но это было предположение, поскольку Геродот писал через много веков после исчезновения этой народности. 20. Микенская цивилизация. Время существования – 1600-1100 год до нашей эры. Территория – Греция. В отличие от минойской цивилизации, микенцы процветали не только благодаря торговле, но и завоеванием им принадлежала территория почти всей Греции. Микенская цивилизация просуществовала на протяжении 500 лет до своего исчезновения в 1100 году до нашей эры. Несколько греческих мифов основаны на историях именно этой цивилизации, например, легенда о царе Агамемноне, который возглавлял войска во время Троянской войны. Микенская цивилизация была хорошо развита и в культурном, и в экономическом отношении и оставила после себя множество артефактов. Неизвестна причина ее гибели. Предполагают землетрясения, вторжения или крестьянские восстания. 21. Кукутень-трипольская культура. Приблизительно между 5400 и 2700 годами до нашей эры общество, известное как Кукутень-трипольская культура, проживало на территории современных Молдовы, Румынии и Украины в Карпатах. Как ни странно, эта группа также исчезла с лица земли. Это была ранняя цивилизация, которая занималась сельским хозяйством, использовала ирригацию, строила дома и создавала поселения в то время, когда люди только начинали делать подобное. У них была чрезвычайно развитая религия, а также Кукутень-трипольская культура владела многими видами искусства, включая лепку, гончарное дело и многое другое. До своего странного исчезновения при загадочных обстоятельствах эта культура расселилась на впечатляющей территории 350 тысяч квадратных километров и практиковала довольно странный образ жизни, даже для того времени. Местные люди создавали очень густонаселенные поселения, которые они сжигали до основания и восстанавливали каждые 60-80 лет. Некоторые ученые выдвинули теорию, что именно так эти люди чествовали своих мертвецов на каких-то массовых похоронных кремациях. 22. Анасази. После культуры Анасази, проживавшей на североамериканском юго-западе, остались множество сооружений и артефактов. Возможно, суровый климат этих мест, изменение климата или лишение доступа к воде сделало условия непригодными для жизни, но факт заключается в том, что Анасази также исчезли. Массивные сооружения, вырубленные в скалах, остались полностью заброшенными и были найдены в относительно нетронутом состоянии. Эти жилища идеально подходили для защиты от злоумышленников, поскольку они часто были многоэтажными, а вход был через окна, к которым вели лестницы. Когда им грозило нападение, Анасази могли попросту подняться в свои скальные дома, поднять лестницы и безнаказанно расстреливать врагов сверху. Многие индейские племена, а также некоторые ученые утверждают, что Анасази на самом деле никогда не исчезали, просто их общество достигло критической массы и распалось на более мелкие группы, как Древний Рим. Они считают, что некоторые племена, которые выжили и сегодня, являются прямыми потомками народа Анасази. 23. Напта-Плая. Древние люди Напта-Плая, жившие в южной части современного Египта, были неолитической группой, существовавшей в этом районе примерно от 11 тысяч до 6 тысяч лет назад. В основном они вели кочевой образ жизни, что было обычным явлением для этого региона в то время. Климат в данном месте способствовал тому, что сезоны изобилия чередовались с голодом из-за засухи. В конце концов, люди осели и заселили этот район, став настоящей цивилизацией.
Изменения климата привели к тому, что регион стал пустынным, но это также сохранило некоторые артефакты Напта-Плая в течение тысяч лет. К примеру, был найден каменный круг, который соответствует положению звезд. Он служил местом жертвоприношений богам. В конце концов, эта цивилизация пришла в упадок и полностью исчезла. 24. Хмерская империя. В отличие от остальных, Хмерская империя исчезла относительно недавно. Империя существовала с 802 по 1431 год в Юго-Восточной Азии на территориях современных Таиланда, Камбоджи, Лаоса и Вьетнама и представляла собой смешанную культуру буддистов и индуистов, возникшую на протяжении столетий войн между ними. Хмерская империя создала некоторые из самых удивительных храмов и памятников в Юго-Восточной Азии, многие из которых находятся в почти идеальном состоянии. Но, как и другие цивилизации в этом списке, Хмерская империя тоже пришла в упадок и исчезла. Некоторые считают, что тайцы медленно заселяли эти места, ассимилируясь с хмерами, подобно германским племенам, постепенно проникавшим в западную половину Римской империи. Другие считают, что причиной является постоянная война, которая была для кхмеров ежедневной обыденностью. Третьи указали на возможные изменения погодных условий, которые лишили кхмеров доступа к дождевой воде, вызвав массовую миграцию. Но что произошло на самом деле, не знает никто. 25. Ольмеки. Ольмеки были первой крупной мезоамериканской цивилизацией, и их культура была столь же богатой, сколь странной и необычной. Они оставили после себя много сооружений и статуй, которые сохранились и поныне. Расцвета Ольмеки достигли в период от 1200 до 400 годов до нашей эры, и их общество было основано на священных религиозных обрядах, для которых они строили храмы, похожие на пирамиды. Как и полинезийцы на острове Пасхи, они также вырезали массивные каменные головы, некоторые из которых достигают 3 метров в высоту и весят 8 тонн. Поскольку очень многое об этой культуре, которая жила давно, затерялось во времени, ученые даже не знают, как эти люди себя называли или на каком языке они говорили. Ольмеки – это термин, который ацтеки использовали для названия этой культуры спустя столетия после ее исчезновения. Это слово примерно переводится как «резиновые люди». И еще более интересным является тот факт, что не осталось ни единого следа ольмеков, даже костей, только их артефакты. Некоторые полагают, что безумно влажный мезоамериканский климат разрушил даже кости. Об этих людях, их языке и культуре, помимо их искусства и артефактов, неизвестно ничего, включая то, почему они исчезли. 26. Хетты были первыми, кто использовал железо. Хетты – древняя цивилизация, которая существовала на территории современной Турции и Сирии с 18 по 12 век до нашей эры. Они создали мощную империю, которая соперничала с Египтом, Вавилоном и Митане за контроль над Ближним Востоком. Хетты были одними из первых, кто использовал железо для изготовления оружия и инструментов. Они изобрели способ обработки железа, который позволял получать более прочный и легкий металл, чем бронза. Железо у хеттов называлось парзилум, что означает «небесный металл». Хетты также славились своими колесницами, которые были оснащены 3 бойцами, водителем, лучником и щитоносцем. Хетты оставили после себя множество письменных памятников на хетском языке, которые относятся к индоевропейской семье языков. 27. Майя, 2000 год до нашей эры, 900 год нашей эры. Когда-то могущественные люди, построившие гигантские города, скрывали большую часть своих секретов за пеленой времени. Известно, что майя разработали свою собственную систему письма, создали сложный календарь и имели свои собственные формулы для математических расчетов. У них также были собственные инженерные инструменты, с помощью которых они возводили огромные пирамидальные храмы и создавали оросительные системы для своих сельскохозяйственных угодий. До сих пор ученые ломают голову над тем, что могло вызвать исчезновение этой цивилизации. В конце концов,
Майя начали терять свою власть задолго до того, как европеец впервые ступил на земли современной Центральной Америки. По предположениям исследователей, такой поворот событий был вызван междоусобными войнами, в результате которых древние города опустели. Почему исчезли майя – это один из самых ярких социальных коллапсов в истории человечества. Казалось, что майя оставили свои земли и исчезли в джунглях Центральной Америки. На протяжении веков люди ломали голову над этим явлением, перебирая всевозможные варианты, от внутреннего крестьянского восстания до завоевания племени незнакомцами и Холокоста силами НЛО. Лишь в 2005 году ученые выдвинули обоснованную и логичную теорию, которая объяснила произошедшее. Она подтвердилась в 2012 году. Согласно ней, цивилизация майя рухнула из-за самопроизвольной экологической катастрофы. Дело в том, что они вырубили слишком много деревьев, что уменьшило способность Земли поглощать солнечную радиацию. В результате осадки стали все реже, и это вызвало сильную засуху. Майя покинули свою землю не из-за пришельцев или мифического восстания, они ушли в поисках пищи. 28. Чивинцы создали первую панамериканскую религию. Чивинцы – древняя цивилизация, которая процветала в Перу с 9 по 2 век до нашей эры. Они построили впечатляющие храмы и святилища, украшенные изображениями животных и растений. Чивинцы развили сложную религию, которая сочетала в себе элементы анимизма, шаманизма и тотемизма. Они поклонялись Богу, который имел черты ягуара, каймана, змеи и кондора. Этот бог был символом плодородия, власти и трансформации. Чивинцы также использовали различные психоактивные растения, такие как Сан-Педро и Анадинантера, для достижения определенного состояния и общения с божествами. Религия чивинцев оказала большое влияние на другие культуры Америки, такие как Мочика, Наска и Теуанака. Она стала первой панамериканской религией, которая распространилась по всему континенту. 29. Кахокия, 300 год до нашей эры, 14 век нашей эры. Единственными напоминаниями об этой древней индейской цивилизации являются церемониальные курганы, которые находятся в штате Иллинойс, США. Долгое время Кахокия сохраняла статус крупнейшего города Северной Америки. Площадь этого поселения составляла 15 квадратных километров, и здесь проживало 40 тысяч человек. По мнению ученых, люди решили покинуть величественный город из-за того, что возникли большие проблемы с санитарией, из-за которых появились вспышки голода и эпидемии. Кахокия имеет славу одного из самых старинных городов на Земле. Постепенно он начал регрессировать после того, как до материка добрались первые корабли Христофора Колумба. И все же, не считая продолжительных столетий заброшенности, так и не удалось абсолютно уничтожить следы существования на данных территориях совершенно особенной цивилизации, агрессивной и безжалостной. Как отголоски таких времен, прекрасно сбереглись курганы Кахокии, секрет которых ученые умы нашей планеты не могут все еще постичь. Как был организован быт Кахокии? Специалисты-археологи до сих пор безуспешно теряются в домыслах, когда конкретно возник город Кахокия, по какой причине все ее обитатели в один момент бросили его, словно пытались спастись от внезапного и ужасного бедствия. В наше время данная территория является собой комплекс весьма внушительных насыпей земли, в общей сумме насчитывается свыше 109 курганов, что размещаются в Америке, штате Иллинойс, в прибрежной зоне могущественной реки Миссисипи. Данный городок в свой час считался самым крупным мегаполисом на территории Северной Америки. Как правило, в нем проживали непримиримые предшественники современных североамериканских индейцев. Согласно сведениям ученых, число жителей составляло 40 тысяч человек. Любопытно, что Кахокия считалась настоящим городом, где присутствовали крупные величественные постройки, здания, а не традиционные вигвамы индейцев. 109 курганов не были насыпаны вручную, их возводили с использованием определенных инструментариев, механизмов. Почему Кахокия перестал существовать? Поселение существовало за счет торговли, она реализовывалась очень активно. Так, в могиле индийского вождя,
что была распечатана археологами, удалось найти большое число предметов оружия, буквально со всего материка, а это и является подтверждением того факта, что горожане вели масштабную торговую деятельность. Среди товаров, которые реализовывались индейцами Кахокии, можно назвать медь, мотыги. Одновременно с этим, в поселении массово практиковался ритуал жертвоприношения. Это подтверждает наличие огромного количества могил юношей, девушек, у которых отмечаются очевидные следы насилия. Французские миссионеры, которые добрались к этим землям в XVII веке, смогли обнаружить большие курганы. Однако следов человеческой жизни найти не удалось. При этом местные индейцы никоим образом не могли дать логичное объяснение их появлению. Они предполагали, что холмы – это природная часть земного ландшафта местности. Ученые озвучили пару гипотез краха города. Согласно первой гипотезе, с данных земель люди ушли по причине сильнейшей засухи, согласно второй, из-за эпидемии страшного заболевания, согласно третьей, из-за голода. Однако ни одну из сформулированных гипотез все еще не удалось подтвердить посредством фактов. Кроме того, доподлинно не установлено даже истинное имя старинного мегаполиса. Само по себе название Кахокия появилось из-за французов, те, в свою очередь, одолжили его у одного местного племени индейцев, которые по сути не имели даже самого малого отношения к построению поселения. Новая жизнь старинной Кахокии. На сегодняшний день эта территория характеризуется определенной оживленностью по причине непрерывных раскопок, а также внимания со стороны туристов. Ученые смогли определить, что основной холм комплекса – Монахов курган. Считается, что он являлся фундаментом еще большего построения, вероятно, храма. Его высота насчитывала 15 метров, таким образом объект можно было просматривать с разных уголков поселения. В нынешние времена он оборудован бетонной лестницей, построенной вместо старинной деревянной. Главным образом здесь можно услышать английский язык, так как местные племена последних индейцев уже давно истреблены или переселены. 30. Династия Гуридов, 879 год нашей эры, 1215 год нашей эры. Сегодня только минарет Джам напоминает о городе Ферускух, который был столицей древней империи гуридов. Исчезнувшая цивилизация жила в то время в огромном государстве, территория нынешнего Афганистана, Ирана и Пакистана. С лица земли столица гуридов была сметена армией Чингисхана. В связи с тем, что минарет находится на территории Афганистана, его изучение затрудняется, и раскопки на этом месте не начались. 31. Древний город Ния, во время существования Великого Шелкового пути, около 15 века нашей эры. Руины Нии – археологический памятник, расположенный примерно в 115 километрах к северу от современного города Ния, на южной окраине Таримской котловины в современном Синьцзяне, Китай. Сейчас на месте Нии есть пустыня, а раньше это был настоящий оазис, где любили отдыхать караваны, везущие грузы по Великому Шелковому пути. Остатки древнего города, спрятанные под песком, были обнаружены археологами совсем недавно. Раскопав древнюю Нию, археологи были в восторге, ведь в этом месте им удалось найти следы многих народов, торговавших на Шелковом пути. Сегодня ученые продолжают активно изучать Нию, упадок которой совпал с потерей интереса к Великой торговой дороге. 32. Потерянная колония на острове Раанок. В 1587 году группа из 115 английских поселенцев оказалась на острове Раанок, у побережья современной Северной Каролины. Через несколько месяцев было решено, что новый губернатор колонии, Джон Уайт, должен поплыть обратно в Англию для обеспечения поставок продуктов. Уайт прибыл в Англию в то время, когда началась морская война, и королева Елизавета I приказала использовать все корабли против испанской армады. Когда Уайт вернулся на остров Раанок 3 года спустя, в 1590 году, он обнаружил, что колония полностью опустела. На месте поселения осталось только дерево с высеченным на нем словом «Краутун». Краутун – это название острова индейского племени, которое его населяло. Это дает некоторым экспертам основание считать,
что поселенцы были похищены и убиты. Однако эту теорию еще предстоит доказать. Другие историки предполагают, что поселенцы пытались плыть обратно в Англию, но потерпели неудачу, или же что они были убиты испанцами, которые путешествовали на север от Флориды. 33. Анкор-Ват. Сегодня руины королевства Анкор являются крупнейшим туристическим центром в Камбодже, а также местом съемки для фильмов, таких как «Лара Крофт», «Расхитительница гробниц». Примерно в XII веке королевство находилось на пике своего развития и контролировало большую часть современной Юго-Восточной Азии. На самом деле это самое большое доиндустриальное общество, известное на сегодняшний день. Королевство процветало в 1000-1200 годах нашей эры, но к 1500 году весь город был заброшен, и его начали поглощать джунгли. Опять же, ученые не могут прийти к согласию относительно того, почему город пал. Самые популярные теории: война с соседним королевством, религиозные конфликты, стихийные бедствия и пренебрежение общественными работами. 34. Потерянный город Петра. Потерянный город Петра был шумным мегаполисом, примерно в то же время, когда жил Христос. Он был вырезан в скалах Иорданской пустыни, а его остатки до сих пор привлекают тысячи туристов. Город был центром королевства, которое в 4 раза превосходило современную Иорданию и имел сложную систему управления водными ресурсами. Археологи считают, что люди начали покидать его примерно в VII-VIII веках. Он оставался относительно нетронутым в течение многих столетий, пока западные исследователи не обнаружили его в 1800-х годах. Считается, что заставить жителей уйти могли различные стихийные бедствия, такие как внезапные наводнения и землетрясения, но убедительных доказательств нет. 35. Терра Прета. Испанские конкистадоры писали домой о городах, сделанных из золота, и об огромной цивилизации в бассейне Амазонки. Тем не менее, исследователи, которые побывали там годами позже, не обнаружили никаких признаков человеческой жизни в густых джунглях, однако спутниковые снимки показывают, что за этим мифом могла стоять правда. Фотографии показывают свидетельства существования крупных структур и даже сельскохозяйственных систем в джунглях. В любой момент человечество может исчезнуть, если не все, то его часть. Такое уже происходило раньше, и целые цивилизации исчезали в результате войн, эпидемий, изменений климата или извержений вулканов. Хотя в большинстве случаев причины остаются таинственными. В этом видео мы рассказали о цивилизациях, исчезнувших таинственным образом много лет назад. На этом я бы хотел закончить это видео про 35 древних цивилизаций, которые таинственно исчезли. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших это видео до конца, предлагаю узнать бонусный факт об исчезнувших цивилизациях. Первое задокументированное имя в человеческой истории было написано на простой глиняной табличке. Это имя бухгалтера, его также можно назвать счетоводом, кладовщиком или учетчиком, который указал свое имя в ведомости, и звали его Кушем. Глиняная табличка с хозяйственной записью из шумерского города Урук датируется между 3400 и 3000 годами до нашей эры. Табличка, насколько можно понять, сообщает о поступлении 29 086 мер ячменя, примерно 137 тысяч литров, за 37 месяцев. Вот такими у нас получились интересные факты об исчезнувших цивилизациях. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео,
и поддержать любым удобным способом.